Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о печени. К концу ролика я поделюсь списком из 5 продуктов для восстановления работоспособности этого органа. Печень – важнейший орган организма. Она выполняет множество функций и является ключевым звеном в пищеварительной системе, так как выступает в качестве своеобразного фильтра. Это самый большой внутренний орган, располагается справа в полости живота. Печень способствует поддержанию постоянного состава крови, синтезирует желчь, участвует во всех видах обмена веществ, процессах детоксикации, очищает организм от шлаков и токсинов. Чтобы предупредить развитие заболеваний печени, сохранить здоровье органа, необходимо правильное и сбалансированное питание. Вредные продукты для печени. Соленые продукты. Соль и соленые продукты содержат большое количество натрия. Например, на 100 граммов соли приходится порядка 3000 миллиграммов натрия. При этом суточная норма для взрослого человека составляет 2000 миллиграммов. Избыток натрия в организме нередко приводит к нарушению работы почек. Изменение водного баланса. Из-за этого может нарушаться фильтрация крови и правильное функционирование печени. Жареная пища. Жареные продукты приводят к определенным проблемам со здоровьем. Особенно сильно страдает печень. Картофель фри, бургеры, другие блюда, приготовленные в большом количестве масла, повышают нагрузку на орган. Также многие жареные продукты имеют панировку или содержат молоко, что усиливает нагрузку на печень и желудочно-кишечный тракт. Острые специи. Слишком острые приправы воздействуют на печень примерно так же, как и токсичные соединения. Красное мясо. Переизбыток красного мяса в рационе может негативно сказываться на работе печени. В нем содержатся в высокой концентрации насыщенные жиры, которые замедляют работу железы, что влечет за собой нарушение работы других внутренних органов. Кроме того, белок не всегда полезен для нашего организма. Употребление белковой пищи в больших количествах повышает нагрузку на системы организма. Даже здоровой печени трудно расщеплять много белка, из-за чего возникают токсичные вещества. Вместо красного мяса рекомендуется выбирать нежирное мясо – курицу, индейку или тунец. Сладкие газированные напитки. Большинство газировок более чем наполовину состоят из рафинированных углеводов и сахара. В сочетании эти компоненты могут негативно сказываться на работе печени и других внутренних органов. Также в состав напитков может входить и кукурузный сироп, который при регулярном употреблении приводит к избыточному весу и повреждению печени. Нередко сладкая газировка связана с неалкогольной жировой болезнью. К примеру, в составе диетической колы большое количество дополнительных химических добавок, которые придают насыщенный вкус напитку без калорий. При этом питательные вещества в нем полностью отсутствуют. Жирная пища. Регулярное злоупотребление жирными продуктами нарушает и затрудняет работу внутренних органов. Особенно страдает кишечник и печень. Продукты с высоким содержанием жира могут приводить к воспалительным процессам в тканях печени. Кстати, одной из основных причин цирроза печени онкологи называют стремительное повышение уровня вредного холестерина в крови, что провоцирует развитие проблем с сердцем и сосудами. Консервированные фрукты. Несмотря на большую пользу фруктов, ими не нужно злоупотреблять, так как это может привести к передозировке. В организме этот компонент служит для накопления энергии, в отличие от глюкозы, которая ее производит, поэтому фруктоза будет полезна только в случае употребления ее в пределах нормы. В избытке она приводит к повышенной нагрузке на печень, увеличению уровня сахара в крови и повышенной кислотности. Особенно вредны для печени консервированные фрукты, так как в большинстве случаев они в высокой концентрации содержат сахар и сахарные сиропы. Такие продукты, как конфеты и мороженое, торты и так далее, это основной источник простых углеводов. В них в высокой концентрации содержится сахар. Кукурузный сироп. Искусственные подсластители и другие пищевые добавки, негативно сказывающиеся на работе печени и прочих внутренних органов. Простые углеводы дают чувство насыщения на непродолжительный период. Из-за этого люди нередко переедают. Это приводит к появлению лишних килограммов и сильной загруженности печени. Иногда к ожирению органа следует выбирать то мороженое, которое готовится из натуральных сливок без ароматизаторов и усилителей вкуса. Важно не злоупотреблять алкоголем. Печень помогает организму расщеплять спиртное. Когда человек выпивает алкоголь в больших количествах за короткий период времени, органу приходится усердно работать. Регулярное злоупотребление алкоголем снижает способность печени к регенерации, из-за чего она не может расщеплять токсины. Это повышает вероятность развития заболевания органа.
Консервы содержат вещества, которые используются для сохранения пищи и усиления ее вкуса. Высокая концентрация элемента может привести к фиброзу первой стадии рубцевания ткани печени. А теперь полезные продукты. Чеснок способствует активации печеночных ферментов, эффективному выведению шлаков, токсинов и других вредных соединений, которые скапливаются в печени и в организме в целом. Рекомендуется каждый день употреблять немного зубчиков чеснока среднего размера. Однако не следует налегать на овощи и употреблять его в больших количествах. Это может привести к ухудшению работы печени и развитию других проблем, таких как боль в правом подреберье, проблемы с пищеварением, отрыжка и изжога и так далее. Людям, у которых есть определенные заболевания ЖКТ, в день достаточно съедать ползубчика чеснока. При гепатите и циррозе печени овощи следует исключить из своего рациона. Кофе. Как показывает исследование, этот напиток способен снижать вероятность развития заболеваний печени. В день достаточно выпивать 2 чашки. Это поможет сократить риск развития цирроза примерно на 40%. Также кофе может оказывать защитный эффект против неалкогольной жировой болезни печени. Ключевая польза напитка обусловлена тем, что он снижает количество жира, увеличивает количество защитных антиоксидантов в печени, предотвращает ее рубцевание. Наиболее полезным считается чистый черный кофе. Необходимо ограничить количество подсластителей, добавляемых в напиток, так как злоупотребление ими негативно сказывается на состоянии железы. Курага. Печень любит сладкое, а сухофрукты являются более полезными по сравнению с конфетами и жирными пирожными с другими лакомствами. Регулярное употребление кураги снижает вероятность развития заболеваний печени, включая экологические фенольные компоненты, содержащиеся в кураге. Они блокируют развитие метаболического синдрома, который сопровождается ожирением и воспалительными процессами в организме, что негативно сказывается на работе внутренних органов. Кроме того, фенольные вещества нейтрализуют воспаление печени, снижает уровень вредного холестерина в крови, что в свою очередь хорошо сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и функционировании печени. Тыква. Печень любит овощи и фрукты с оранжевой и красной мякотью. Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т, тыква считается лучшим гарниром к блюдам из свинины, говядины и так далее. Витамин Т способствует эффективному усвоению жирной пищи и разгружает печень. Тыква помогает восстановить нарушенный метаболизм клеток печени и их поврежденную структуру. Главным полезным свойством овощей является восстановление клеточных мембран гепатоцитов. Авокадо. Включение авокадо в свой повседневный рацион помогает активизировать выработку антиоксиданта группе тиона, который нужен для фильтрации вредных веществ. Авокадо содержит большое количество витаминов С и Е, они нейтрализуют действие свободных радикалов. Плод обладает противовоспалительными свойствами, что положительно сказывается на здоровье печени. На этом мы закончим ролик. Также на канале вы можете найти много интересных видео о питании, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще будем благодарны, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. До новых встреч!